Всем привет! Итак, этим видео мы начинаем серию наших одежд для этого зайца, который был связан в предыдущем видео. Значит, вязать мы будем для него одежды. Начнем с маечки. Значит, смотрите, вот такая вот маечка будет у нас сегодня в этом уроке. Вязать можете любую брать пряжу, какую захотите, толщиной, цветом и так далее. Я не буду объяснять, какой нужно иметь пряжу, потому что это не обязательно. Выбирайте пряжу сами для себя. Далее, что нам понадобится для кофточки? Это крючок, который подходит к вашей пряже. Пряжа, соответственно, ну и иголочка для сшивания пуговичек и чтобы спрятать ниточки. Итак, зайчик у меня, обхват у него, значит, получился он у меня, значит, 25, ну, почти 25, 24,5, ну, будем считать, что 25. Зайчика убираем в сторонку. Значит, 25 он у меня, обхват у него талии. Вот, я набрала цепочку по своей пряже, у меня получилось 76. Набирайте парное количество, четное, вернее, количество петель. Далее, вот такой вот рисунок у нас будет. Значит, смотрите, здесь у меня, как видите, два вида, да, это рисунок. Значит, чтобы вязать вот такой рисунок, то цепочку мы не соединяем в кольцо. Если вязать именно так, как вот я связала, это я связала как образец кофточку, если вязать именно такую, то, соответственно, мы цепочку нашу соединяем в кольцо и провязываем. Здесь я ошиблась немножечко, потому что я поздно начала разъединять. Надо было мне чуть раньше. Значит, 1, 2, 3, 4, 5 где-то рядов провязать по кругу, а потом уже разъединить, ну, перестать уже по кругу вязать и вязать в обратном направлении, туда и обратно. Вот, потому что у меня одежда очень сложно натягивается. Я ее одеваю снизу вверх, через голову я, соответственно, вообще не могу ее одеть. Вот, приходится снизу вверх и в натяжку. Если так вязать, то если постоянно ее одевать и снимать, она просто потеряет форму. Поэтому лучше вязать так, чтобы она легко одевалась. Вот. И, соответственно, как я повторюсь еще, начинать. Не так, как я начала. Я начала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов провязала по кругу и потом только разъединила. А я советую провязать 5 рядов. Тогда легко будет одеваться. Вот. Если будете вязать именно вот такой вот, чтобы получился рисунок, то соединять в кольцо не нужно. Так, все вроде бы сказала, что касаемо этой кофточки. Значит, это маечка у нас. Будем вязать маечку сегодня. Значит, набрали цепочку нужной вам длины, чтобы было четное количество. И первый ряд вяжем просто столбики без накида. Пропускаем, пропустив одну петлю, как обычно, да, вяжем. И вяжем первый ряд столбики без накида. Так, девочки, забыла сказать, что мы набираем еще после того, как набираете четное количество петель, наберите обязательно петлю подъема, которая у нас не входит в счет. Иначе, если забудете, то получится нечетное количество петель. Набрав четное количество, набираем еще воздушную петлю, петлю подъема. Так, провязали ряд, столбики без накида. Смотрите, этот рисунок, который мы сейчас с вами будем вывязывать, он вяжется что по кругу, что туда и обратно, одинаково. Просто когда вы будете вязать туда и обратно, он немножко будет тяжелее, как бы вводить крючок, но ну, не совсем уж сложно. Потому что у нас, я объясню вам, почему сложность. А когда вы вяжете по кругу, то он проще вяжется, легче, вот, нежели когда туда и обратно. Но рисунок один и тот же, что по кругу вяжем, что и туда и обратно. Поэтому те, кто решил по кругу вязать, не переживайте, вы повторяете то же самое, что делаем и мы, кто решил вязать в обратном направлении, туда и обратно. Значит, набираем воздушную петлю подъема. Нас именно вот так как те, кто вяжет так как я, у нас первый и последний столбик будет всегда просто столбик без накида, и все. Провязываем столбик без накида, он всегда у нас будет таким. Далее
Вяжется рисунок так. 2 столбика вместе, как убавку, да? Делаем убавку и воздушная петля. Следующие 2 столбика вместе и воздушная петля. То есть у нас количество столбиков остаются те же за счет воздушной петли. Не забывайте ее набирать обязательно. Но получается, вырисовывается рисунок. Итак, еще раз. 2 столбика вместе и воздушная петля. И так мы вяжем до конца. Очень простой рисунок. Главное, не забывайте воздушную петлю. Вяжем так до конца ряда. Провязали ряд рисунка. Будем считать количество рядов с этого ряда. Не будем мы считать вот этот вот ряд, который мы провязали, просто столбики, да? Будем считать, начинать отсчет с этого ряда, с ряда, где уже рисунок у нас начался. Значит, это у нас был первый ряд. Провяжем еще один ряд, второй, этим же рисунком, пока без убавок. Дальше у нас будут убавки. Первый столбик мы провязываем, просто столбик без накида. И дальше мы вводим крючок в воздушную петлю, берем рабочую нить и в следующую убавка и воздушная петля. То есть 2 столбика провязываем вместе и воздушная петля. За то, что я говорила, что будет неудобно вязать в обратном направлении, это тот момент, когда вот придется вводить воздушную петлю с обратной стороны, когда уже в нее неудобно вводить. Получается, изнаночная сторона, они как бы вот эти вот наши петельки, они вывернуты туда, поэтому неудобно. А так, в принципе, нормально. Вот. А когда вяжете по кругу, то все петельки ровненько и вяжется легко. Здесь просто приходится вот немножечко как бы выворачивать. Вот и в этом неудобство. В общем, вяжем так второй ряд. В третьем ряду будем делать 3 убавки. Значит, смотрите, так как вы возьмете, я думаю, пряжу у всех будет разная, поэтому расстояние с убавками я говорить не буду, сколько петель, потому что количество петель может быть у всех разное. Поэтому мы просто на глаз берем середину, будем делать посередине убавку и убавки по краям. Примерно так отсчитайте, ну, одинаковое расстояние, чтобы было в убавках. Ну, вы поняли, да? И все. В общем, нам надо в этом ряду сделать 3 убавки. Спереди получается, так как это у нас задняя часть будет, так что будет 1 убавка спереди и 2 сбоку. Но перед тем, как начать вязать этот ряд, мы должны с вами сделать, набрать воздушные петли. Это у нас будет крепление, застежка. Вот. Выбирайте пуговички себе по размеру, какие вы хотите, да? И под эти пуговички набирайте те воздушные петли, сколько вам нужно. Вот так вот. Сгибайте и смотрите, пролазит ваша пуговичка или нет. Вот. Моей этой пуговички я сейчас скажу. Вдруг вы захотите узнать размер моей пуговицы. Вот пуговичка у меня 1 сантиметр. Вот у меня для моей этой пуговицы мне достаточно 7 воздушных петель. Вот я набрала 7 воздушных петель. Вот. И провязываю 1 столбик первый, который у нас вяжется просто столбиком. Столбик без накида. И продолжаем дальше вязать наш рисунок. 2 столбика вместе, воздушная петля. Воздушную петлю не стягивайте. Она должна выглядеть свободно. Примерно доходите до того места, где вы собираетесь делать убавку. Делайте убавку, потом еще одну и еще одну. 3 убавки. Итак, как делаем
убавку. Значит, провязываем 2 столбика вместе. Воздушную петлю не делаем. Вместо этой воздушной петли мы следующих 2 столбика вместе провязываем. Вот. Мы тем самым оставили эту комбинацию. Затем дальше продолжаем вязать уже 2 столбика вместе, как и вязали с воздушной петлей. 2 столбика вместе и воздушная петля. Вяжем тогда следующие убавки. Главное, не забудьте воздушную петлю набрать предпоследний столбик. И в последний провязываем просто столбик. Следующий ряд мы вяжем без изменений. Итак, провязываю я вот последние 2 столбика вместе. Воздушная петля. И внимательно здесь находим наш столбик, который мы сделали, когда присоединили наш этот крючок. Дальше. В следующем ряду, это у нас будет 5-й ряд, мы также сделаем убавки. Делаем также в 3 местах, точно так же складываем пополам, находим серединку, потом еще раз пополам, находим 2 другие стороны. Покажу еще раз, как сделаем убавку. И думаю, это уже тут несложно запомнить, но я на всякий случай покажу. Значит, 2 столбика вместе провязали, воздушную петлю не вяжем. Далее опять 2 столбика вместе, воздушную петлю не вяжем. А уж потом, уже в следующей комбинации, 2 столбика вместе, мы начинаем вязать воздушную петлю. И так вяжем до конца ряда, сделав при этом в 3 местах убавки. Провязали ряд с убавками. Следующих 2 ряда, 6 и 7, да, 6 и 7 ряд, 2 ряда мы вяжем без изменений. Не забывайте только в начале и в конце по краям просто провязывайте столбики без накида. И дальше уже идет рисунок. Я когда приложила к зайчику и посмотрела, что убавку еще делать рано мне, ряд с убавками. Поэтому 3-й ряд еще мы вяжем без изменений. Получается 6, 7 и 8 ряд. Да, 6, 7 и 8 ряд мы вяжем без изменений. Затем делаем опять ряд с убавками. Также складываем пополам, находим те места, где будем делать убавки. Следующих 2 ряда мы провяжем без изменений. Но сначала мы 1 ряд провяжем, сделаем воздушные петельки и обратно провяжем 2-й ряд без изменений. Вот, набираю я 7 воздушных петель, разворачиваю вязание и провязываю столбик. 1 без накида просто. И 2-й ряд без изменений. Дальше вяжем. Потом посмотрим, достаточно ли нам будет. Может, еще придется сделать 1 ряд без изменений. Вот, пока 2 ряда. Так. Да, все-таки решила я еще 1 ряд, 3-й ряд провязать без изменений, так как недостаточно 2 рядов. Заужение очень у нас сильное, так как много уходит на убавках петель, поэтому еще 1 ряд. В итоге еще раз 3 ряда у нас получается без изменений. Это получается 10, 11 и 12 ряд мы вяжем без изменений. Итак, в 13 ряду сделаем еще раз убавки. Это у нас будут последние убавки. Вот, потому что больше нельзя делать их убавлять, иначе совсем у нас сильно заужается вверх. В общем, делаем ряд с убавками, 13. Следующий 14 ряд вяжем без изменений. Так, провязали мы, значит, ряд без изменений. Теперь прикладываем к зайчику, к нашему. Реглан мы вязать не будем. У нас простая маечка, поэтому
просто приложили ровненько, чтобы у нас серединка была. Ну, потом отчитайте, чтобы равномерно у вас было столбиков, когда вы найдете там, где будет у вас лямки будут провязываться, да? Вот примерно вот так вот приложите ровненько, вот ручку. И чтобы от ручки 2 столбика свободных было. Ну, как бы рукав был свободен, чтобы нижняя часть могла легко одеться. Так как у нас здесь больше, не забывайте этот момент, да? Не впритык будем делать, а вот где-то примерно на 2-3 столбика свободно. Вот находим одинаково здесь и здесь маркерами, отмечаем, а потом проверяем. Когда вы здесь приложили маркер и здесь, да, проверьте, чтобы у вас здесь было одинаковое количество. Вот. И все. Дальше будем потом вязать. Вот, значит, смотрите, как я решила сделать. Я сначала вот, приложив так ручку, как она ложится, отсчитала свободных петель, которые вот будут 3 в одну сторону. Вот, я считаю, что мне этого достаточно. И немного, и немало. Вот, и, соответственно, отсчитав потом от края расстояние, я здесь наметила точно такое же расстояние, как и здесь. Затем также приложила ручку. Вот как она ложится, у меня тут получилось 3 свободных столбика. И, соответственно, положив ручку, я 3 свободных столбика, которые не закрывает рука, да, 3 столбика отсчитала и в 4-ю прицепила. Вот, и, соответственно, с этой стороны, вот сколько у меня здесь столбиков, я отсчитаю здесь, и у меня будет, или же посчитаю, сколько между маркерами расстояние. Вот так вот нашла я для лямочек своих местоположения. Вот, наметила я маркеры. У меня получается 12 столбиков между маркерами. Вот, это пространство для рук. Теперь довязываем до первого маркера. Итак, смотрите, значит, чтобы нам сохранить в дальнейшем этот рисунок еще в одном или в 2 рядах, посмотрим, сколько нам еще рядов дальше вязать. Вот смотрите, я дошла до маркера. Вот я провязала вот здесь вот 2 столбика вместе, воздушная петля. Далее 2 столбика вместе. Теперь мне надо делать воздушные петли для лямочки. Значит, сюда мне нужна воздушная петля. Вот я ее проделала. Дальше мне нужно парное количество воздушных петель, потому что вот эта воздушная петля, она относится к вот этому столбику. Далее я сделаю 6 воздушных петель для лямки. Парные, чтобы я смогла в дальнейшем создать пары. Вот, то есть первая воздушная петля, она относится к вот этому столбику, который я связала, где 2 столбика вместе. Далее соединяем здесь. Вот, смотрите, дальше я сейчас буду соединять вот в этом месте, где маркер. Но как я буду соединять? У меня сейчас этот ряд идет так, что я беру сначала воздушную петлю, затем столбик и соединяю в одну. И поэтому я смотрю внимательно здесь, в какой столбик у меня маркер находится. Он у меня находится в воздушной петле. И так как мне надо брать воздушную петлю и столбик и связывать их вместе, поэтому соединять я буду не одним столбиком, вот, а именно так. Одним столбиком, конечно, у нас тут нигде не получится соединять, потому что у нас тут не соединяется. У нас тут сразу идет рисунок. Поэтому мы оставляем рисунок. Вот. Этот ряд именно идет так. Воздушная петля, столбик и вместе провязываем. Вот здесь то же самое. Довязываю до маркера. Вот. Воздушная петля. Вот. И дальше 6 столбиков.
итоге у меня получается 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Вот, соответственно, в этот маркер я ввожу опять. Ну, я его уберу, потому что я уже вижу, где мне надо вводить. Мне не мешал. Вот. Захватила рабочую нить. Следующий столбик. И 2 столбика вместе, воздушная петля. И так довязываю до конца. Вот. Смотрите, если вдруг для вас будет казаться, что совсем туго, вы можете сзади, не спереди, а сзади, потому что спереди уже достаточно, ну, мало места, да, вы можете сзади наряд передвинуть. Вот, я не стала сильно свободно делать, так как внизу рука потолще, вверху потоньше, чтобы наверху совсем свободно не было. У меня она, я вам покажу вам, как она свободненько, тоже не сильно туго, но немножко усилия прикладываешь, ну вот она легко одевается, снимается, как бы не совсем уже залетает рука. Вот, чтобы вверху там она не болталась. Немножечко было это. Вот. Последний, значит, воздушная петля. Доходим до нашей лямочки. Вот теперь по воздушной петле проходимся точно так же. 2 столбика вместе, воздушная петля. Воздушная петля. Вот, получается 3 комбинации. 4-я у нас будет уже как бы воздушная петля. Это 1 столбик. И уже за столбик другой мы беремся, уже воздушные петли провязали. Вот. И вяжем дальше. Получается 4 комбинации здесь. Также должно получиться и на другой лямочке. Вот. В начале у нас сначала идут воздушные петли. Пары создаем из воздушных петель, столбики. Вот. И у нас остается последняя 7-я воздушная петля. Мы вводим в нее и за столбик уже в ряду, который. Вот, ну, думаю, достаточно. Больше мы не будем вязать ряды, потому что дальше уже у нас шея совсем впритык будет. Так как это маечка, нет смысла. Отрезаем ниточку и прячем ее. Вот, останется нам пришить пуговки. Вот. Немножечко как бы получилось у меня не симметрично, наверное, да? Смотрите, наши эти крючки. Вот. Если хотите, можете добавить еще воздушными петлями крючок. Я не буду добавлять. Так, мне так сойдет. Вот. Можно в момент вязания рассчитать. Это когда вы знаете количество рядов. Просто так как я делала короткую маечку, здесь я как бы не знала, сколько у меня будет рядов. Я не могла их подсчитать сразу. Вот. Поэтому не стала как бы намечать, где у меня будут застежки. Так просто на глаз сделала. Вот.
А так можно было бы вот этот вот воздушные петельки чуть выше наряд сделать. И все, ну, я думаю, что она никуда не будет торчать. Тут еще кофточка сверху будет одеваться. Это как бы маечка. Можно связать еще одну маечку. Вот, короткую. Это почему короткая? Потому что у нас хвостик сзади. Если кто-то вязал, хвостик не вязали, то можно и подлиннее маечку делать. Так, теперь пришиваем пуговки. Вот, маечка готова. Пуговички пришиты. Вот. В следующем видео с вами свяжем вот такой вот комбинезон. Комбинезон этот я связала просто столбиками с накидом. Я сделаю схемку, найду какой-нибудь другой рисунок интересный. Вот. И попробую сделать с ним, потому что этот комбинезон мне кажется сильно простым. Ну, можно и такой связать, конечно, комбинезончик. Вот. Я вот так связала, как образец, чтобы вы примерно наглядно знали, что будем делать в следующем видео. Вот для ушек тут у нас есть, если надо одеть капюшон. Вот такой вот комбинезончик. В общем, встретимся с вами в следующем видео. Готовьте пряжу. Вот. Здесь, как вы видели, пряжи совсем немного надо для маечки. А вот для комбинезона готовьте вот примерно вот такой вот моток. Вот. Сколько уйдет, мы уже с вами сделаем выводы, потому что вязать я буду с другой пряжи. Вот. Я не знаю, сколько уйдет, поэтому все происходит у меня в процессе. Вот, а так, в принципе, мы с вами связали простенькую маечку. Можно сделать, как я говорила, и таким рисунком, то есть сначала по кругу, а потом уже разрез делать. А еще хочу сказать вам, когда вы будете делать разрез, если вдруг решите, да, то перед тем, как делать, первый ряд заканчиваете в том ряду, когда вы решили сделать, уже начинать с того ряда, да, делать разрез этот, то чтобы у вас здесь получился нахлест, аккуратненько так, за переднюю стеночку заканчиваете последний столбик, вот, и начинаете за заднюю стеночку, ну, когда сделаете круг, за заднюю стеночку заканчиваете тоже, и тогда у вас получится нахлест, вот, аккуратненько тогда будет, вот, ну, в принципе, и все. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Маечки простенькие, я уверена, что вы вязать их можете и спицами, и знаете очень много вариаций маечек. Вот, мне было очень приятно с вами вязать. Спасибо за просмотр, встретимся в следующем видео.